В общем, надеюсь, что я сейчас буду в фокусе. Короче, небольшая предыстория перед началом ролика. Я поехал во Францию, и у меня была огромная цель и желание снять небольшой фильм о серфинге, чем я, в общем-то, занимался на протяжении всего моего отпуска. Я купил специально себе камеру, Соньку, и купил дрон для этого. То есть у меня в комплекте был дрон, была камера полноформатная Sony, и у меня была камера GoPro. И у меня было несколько флешек SD-карт. И что я подумал? Думаю, окей, у меня есть флешка на 512 гигабайт. Ну и было бы потом удобнее, наверное, с этой флешки все загружать сразу в компьютер или прямо с нее работать и постпродакшн весь делать, весь монтаж. Короче говоря, я снимал все на эту самую флешку, переставляя ее сначала в дрон, из дрона в камеру, из камеры в GoPro. Самое обидное, что в последний день, в пятницу, я катался с GoPro во рту. Она у меня была в боксе, была с поплавком и с креплением в рот. И, короче говоря, что вы думаете? Там глубина была по колено. Но меня сбивает волной. Везде вода, в носу, во рту. Где ее только не было. Короче, у меня не было места, чтобы вдохнуть. И так получилось, что я открыл рот, у меня вылетела камера изо рта. По колено воды, еще раз повторяю, и просто подводным течением ее уносит. Я не думал, что океан настолько активный, скажем, и что он унесет просто камеру. А этот поплавок, который я прикрепил, оказывается, что он просто не выдержал вес, и камера пошла на дно. Все. Но я сначала не придал этому значения, думаю, ну, сейчас волнами ее просто вынесет на берег, и я ее, если что, спокойно возьму. Но не тут-то было, к сожалению. Я ходил минут 20-30, там пацаны мне помогали искать, но мы в итоге ее не нашли. Ее, видимо, унесло куда-то либо дальше, либо назад, может быть, в море, в океан. К сожалению, не получилось. Вечером ходил по берегу, еще искал, потом утром встал перед выездом, как раз на следующий день мы уже выезжали домой. И я рано утром встал, была гроза, я прям в дождь, в грозу побежал искать эту камеру, пробежался по всему пляжу, туда, обратно, ничего не нашел. Так что это видео будет, скажем, такой склейкой из материала, который мне все-таки удалось сохранить, и который был на другой, у меня еще было несколько SD-карт. И изначально я снимал случайно на эту карту. К счастью, я снимал на неправильную карту, и, соответственно, оттуда у меня вот этот материал, который будет в начале, сохранился. Вот, ну, из дрона, короче говоря, история была интересная. На второй или третий день, когда за нами закрепили ребят, серферов, нас учили профессиональные серферы, и я договорился с одним из серферов. Ну, я как-то услышал мельком, что они собираются серфить, потому что утром рано, потому что там будут очень крутые волны. Вот, и я такой говорю, а можно я типа с вами пойду туда-сюда, поснимаю там с дроном, как вы гоняете, что кого. Короче, я взял с собой камеру, снимал крутые ролики именно на Соньку я наснимал и на дрон. Очень много было материала на дрон. Короче, как вышло, я их поснимал, и классные ролики самые я отправил ребятам. Как отправил? Перекинул на ноутбук. И по итогу маленькую часть из первого дня, которую я перекидывал, мне удалось восстановить. Просто я восстановил с их ноутбуков то, что им давал. Да, такая вот история. 5%, наверное, 10 материала у меня сейчас есть. Из того, что я снимал, мне хотелось прям конкретный фильм снять. Да, но океан забрал у меня камеру и 400 гигабайт материала вместе с этой камерой. Очень было печально, но я уже смирился. И, ну, значит, сниму что-то лучше в будущем. Такой вот экскурс. Желаю вам приятного просмотра. Не знаю, что получится из этих отрывков, но я думаю, что что-нибудь получится. Ну вот и все, короче. Собираемся в путь. Круто, когда есть хорошие друзья, которые могут одолжить тачку и свозить вот так вот просто. Вот так вот это все вышло. Мой рюкзачок. Там еще Оксана, там ее вещи снизу. Вот так вот.
Ну и плюс у меня еще вот такая вот сумка, которую чисто я в автобус возьму, пока будем ехать. Все, погнали. Так, пристегиваемся. Такая привычка, в тачку сажусь, всегда пристегиваюсь. На полике гонял тоже. Хорошая привычка. Все, готовы? Готовый. Путешествие начинается, да? Да, блин, так давно на тачке не ездил. Я сейчас Тиму с Серегой отвез с Настей. У них такое настроение хорошее, знаешь, предпутешенчество. Да. Вообще, я уже вообще заряженный просто. Вроде с утра еще погода такая ужасная была. Да, да пофигу Я вообще. пацанам сказал, что небо плачет, потому что мы Да, расстаемся. я тоже так думал, когда выходил, кстати. Да не, классно. Сколько мы, считай, будем? Чуть больше недели. Че, Оксан, как твое настроение? Ты готова к поездке? Да, готова. Готова. Полчаса назад еще не готова была. Совсем не готов, да? Ты хотела позже выезжать? Да, но еще просто... В общем, вещи надо было собрать и так далее. Я считал, собираюсь. Слава, Слушай, я давно спасибо. в Тетрис такой не играл. Но ты справился буквально за 10 минут. Ну так на опыте, что? Я прошлое лето все гонял. Тоже рюкзак этот 5-10 раз соберешь походный. Без разницы уже. Чемодан это просто изи. Я к физике вообще не готовился никак. Единственное, я себе, короче, шпоры быстро накатал в городе. Надо будет сейчас приехать их распечатать. Быстренько скатываю. Да, конечно, какая физика, когда ты после обеда едешь не, во Франции еду серфить. Какая там физика вообще, вы чё? Ты прикинь, завтра мы приедем и сразу, наверное, серфить, да, поедем? Да. Ну, сразу не знаю, там зависит от прилива, отлива, но в этот день 100%. Сейчас здесь направо ходим? Нет. Не, почему-то я думал, что вправо. Реально, мы через лес, пацаны. Хорошая машина. У меня тоже Поло был в России, последняя машина, предпоследняя. Я взял там, чувак на ней в кювет ушел. Вообще развороченная, полностью переда не было, я ее восстановил в гараже. И мне вот, я ее очень нравилась она мне. И прям сейчас такие же ощущения, там такая же панель приборов. В целом тачка очень похожа по характеру. Естественно, тогда получается хороший путешествие. Да. Мама, я в Ютубе. Так, где там? У тебя в городе в России были где-нибудь ветряки? Да. У меня было. Мы ездили там, катались вокруг них. Так, ну вот, в общем-то, мы уже и по Франции. Да, вот такая вот у нас остановочка. Солнце заходит. Очень красиво и очень впечатляет меня Франция. Пока мы ехали, буквально, может, километров 100 проехали только по Франции, но здесь постоянно меняется ландшафт и очень интересно за этим наблюдать. Мы почти приехали, нас выгрузили сейчас с автобуса, вещи переложили все в маленький транспортер, все чемоданы, там сумки. И сейчас пешком идем в наш лагерь. У нас дождь, успел только дождевик вытащить из вещей. 16 часов у нас примерно получилось все это путешествие. С остановками у нас было где-то 4 остановки, такие коротенькие, минут по 15, по 20. Я не выспался вообще. В каких только позах я не крутился там на этом сиденье и уже вверх ногами там спал. Короче, ужас полный. Сегодня будем отсыпаться. Так, ну все. Подходим, значит, к нашему лагерю. Да, Серега? Это наш лагерь? Это наш лагерь.
Здесь мы будем жить. Ищите нас тут в ближайшие 9 дней. Кэп де Эль Хоми, или как он называется? Так он называется. Виктория? Смотрите, где я! Это такая мощь нереальная! Офигеть вообще! Смотрите, волны! Как в них можно вообще завтра серфить? Охренеть! У меня эмоций миллион! Доброе утречко. Сегодня у нас 23 июня, воскресенье. Ночка была в целом хорошей. Я хотел сегодня встать очень рано утром, но потом подумал, что после этих всех переездов дам себе поспать. Выспался эту ночь прям. Вот. Завтра начнем вставать рано. Пойду сейчас к морю. Позанимаюсь немножко йогой, может, помедитирую. Вот. Такое вот утро. Ночью, блин, голуби эти дикие. У них, видимо, не знаю, период спаривания или что, они, блин, урурукали всю ночь, спать не давали. Особенно утром, это вообще трэш. Там еще в какой-то соседней палатке стонал кто-то. Видимо, кошмары снились. Но волны сегодня, на самом деле, намного круче, чем вчера. Сегодня безветренно, но они такие прям большие. И, просто гляньте, если вам будет это видно. Живем, короче, вот в таких вот палатках тут. У нас здесь их 10 штук, не стоит считать. Вот. И вот это наша Серега, мы тут вдвоем живем. Заходим. Борт мой. Погода, конечно, вообще не катальная. У нас полный беспорядок, но как есть, снимаю. Такая палатка, мы разделили матрасы справа-слева, вещи посередке. Холодно, и здесь такой запах мокрого всего. Да. Aber man sieht, deine Füße sind minimal versetzt. Ja. Noch schon mal ein gutes Körpergefühl, gleicht das alles aus. Na, jetzt wieder noch ein bisschen tiefer in die Knie gekonnt. Aber an sich ist das eine super geile Fahrt. Genau, hier sieht man ganz gut, wie du komplett einmal die Nose entlassest, indem du deinen Fuß so anhebst. Das ist auf jeden Fall ein gutes Stilmittel, wenn man merkt, vorne taucht die Nase ein, dass man einfach wirklich Gewicht hinten auf die Nose gibt. Так, на часах 5:45. Я у моря. У нас такой рассвет там за горизонтом просто.
Луна, домики. Ух. Заряд бодрости с самого утра. Hier so eine Wellenlippe. Was meint ihr, was haben wir bei uns für Wellen? Außen drauf geguckt, geht es nach rechts, aber man beschreibt die Wellen immer vom Surfer nicht. Dementsprechend ist eine linke Welle, die kann ich später als Surfer nach links fahren. Falls ihr euch jetzt fragt, was die da machen, die laufen da so vorne aufs Brett. Das nennt man quasi Longboard. Das Kamera anläuft. Остальные полудохлики.